Всем добрый день, мои дорогие подписчики. Ну что, как ваше настроение сегодня? У нас сегодня солнечно, у меня настроение замечательное, я еду на работу. И вы знаете, у меня канал о реабилитации, но иногда хочется поговорить о чем-то другом. Хочется поговорить на тему, которая совершенно не относится к реабилитации и восстановлению. Поэтому сегодня ролик именно об этом, а именно не о реабилитации, а о чем-то другом. Поэтому, если вы хотите прослушать, оставайтесь со мной. Я вам, может быть, даже немного подниму настроение. Ну, а кто любит мои ролики только о реабилитации, значит, этот ролик сегодня не для вас. Сегодня я бы с вами хотела поделиться моими наблюдениями по поводу дороги, по поводу движения на дороге. Хочу высказать вам свои мысли. С кем-то мне нужно это обсудить. Смотрите, ну вы, наверное, знаете, да, что примерно 75-80% моего рабочего времени проходит в дороге. Я работаю, я делаю визиты. Даже, вы знаете, иногда бывают дни, когда 90% моего рабочего времени я провожу в дороге. И, конечно же, у меня уже сложились такие мои наблюдения по поводу того, кто как водит, какое движение у нас на дороге, да, какие-то уже у меня есть такие мои мысли, наблюдения. Смотрите, хочу с вами сегодня этим поделиться. У меня на канале много мужчин, я знаю, ну как много, относительно много, около 30% подписчиков мужчины, я считаю, это много. Да простят меня не сегодня, но мое первое наблюдение это касательно мужчин. Вы знаете, мужчины на дороге ведут себя очень эмоционально, как мне кажется. Очень эмоционально. Вы знаете, даже вот иногда едешь и прям видишь, как вот едет мужчина, да, за рулем, и что-то он там жестикулирует, что-то ему не нравится, там кого-то он обогнал, либо кто-то ему не уступил дорогу, и он, значит, такой едет, и там что-то вот и руками разводит, и что-то там про себя говорит, и что-то показывает. Это мужчины. Женщины, они более сдержаны. Вот сколько я смотрю, да, на водителей женщин, они как-то более сдержанно себя ведут. Тогда как мужчины, значит, они такие мачо, такие классные, едут за рулем, и тут кто-то ему там что-то не уступил дорогу, либо еще что-нибудь, да, пошло не так, как он считал нужным. И он, значит, такой сразу начинает жестикулировать. И мне всегда в этот момент становится смешно. Я наблюдаю, да, тоже же еду рядом параллельно, и мне смешно. Дальше, мужчины. Что мне не нравится, терпеть не могу, и это делают мужчины. Мужчины-водители, опять же, как я заметила. Это когда ты едешь по дороге, допустим, ну, для меня это какие-то, знаете, такие длинные проселочные дороги, там, когда мой пациент живет черт знает где, и я еду, и такая дорога, да, и никого на дороге. Я еду, и, значит, за мной пристраивается какая-то машина. Обычно это частенько это пикап. И, значит, за рулем мужчина. И вот вы знаете, он едет прям вот у меня, ну как, прям за мной. Там буквально 1-1,5 метра от моей машины. Ну прям вот прям чуть ли меня не пытается подталкивать. Но я еду всегда нормально. Да, я никуда не спешу, я еду размеренно. Но извините, если там трасса 70, я не буду гнать 90. Только для того, чтобы он там приехал на 5 минут раньше. И вот это было у меня уже не один раз. Такая ситуация, когда я еду спокойно, не нарушая правила, за мной пристраивается какой-то, извиняюсь, крендель, да, и пытается, значит, мне показать, что ты тут такая вот глупая, едешь так медленно, давай-ка я тебя подтолкну сзади. Что я начала делать уже в последнее время, когда наступают такие ситуации? Ну, естественно, это раздражает, естественно, это напрягает, да, когда сзади тебя там кто-то тебя пытается подтолкнуть. Что я начала делать? Я просто включаю поворотник, съезжаю на обочину и, значит, даю ему проехать. И он, значит, такой на газ и вперед, значит, меня обгоняет. Ну, естественно, превышая скорость при этом. Ну, ладно, думаю. Ну, спешишь ты, давай езжай там быстрее, да. Мне не сыграет там особой роли, если я приеду на 5 минут раньше, там, куда я еду. Но если тебе так нужно, давай езжай быстрее.
То есть я стала делать вот просто съезжаю на обочину и пропускаю таких людей. Дальше по поводу вождения. У нас вождение очень спокойное, я считаю. В целом очень уважительно ведут себя все водители на дороге. Знаете, даже частенько я наблюдаю такую ситуацию, что человек просто включает поворотник, перестраиваясь на другую полосу, и при этом даже не смотрит, пропускает его или не пропускает. У меня были такие ситуации даже со мной, когда впереди меня машина просто включает поворотник, я еду, да, по другой полосе, и она просто перестраивается, просто даже не смотрит, пропускаю я ее, не пропускаю я ее. Да, ему не важно, он включил поворотник и перестраивается, он уверен, что его пропускают. И я вам скажу, что в 90% случаев люди пропускают тех, кто перестраивается. Но бывают такие 10%, да, которые я также вижу на дороге, когда люди не хотят пропускать и начинают поддавливать, да, и сигналить, что я тебя не пропускаю. Такое тоже бывает, что создает аварийную ситуацию. И еще мое одно наблюдение, кто у нас ездит вот по барабану, знаете, вот едет ему по барабану. Самые спокойные водители на дороге – это наши таксисты. Вот вы, может быть, удивитесь, но это таксисты. Вот если видно, едет машина с шашечками таксист, вообще ему все пофигу. Он едет спокойно, размеренно. Там дорога, если там 70, он едет 50-60, вообще никуда не спешит. Я думаю, да, что у нас, я не знаю, конечно, наверняка, но я подозреваю, что таксисты оплачиваются именно независимо от того, сколько клиентов они отвозят. Я так подозреваю, потому что они никогда никуда не спешат. Даже мне, знаете, иногда я еду за таксистом, мне хочется чуть-чуть, чтобы он быстрее ехал. А он едет, ему вообще пофигу. Он едет размеренно, медленно, что-то там, не знаю, что-то там себе думает, музыку слушает, но едет очень медленно. Вот это наши таксисты. И еще у нас есть одна категория водителей на дороге, это пожилые люди. Знаете, пожилых людей у нас очень много на дороге. Вот я уже сколько езжу, сколько лет, сколько наблюдаю, и сколько общаюсь и с моими пациентами, да, реальными, которым там 70 и за 80, у многих, у очень многих сохраняются права очень долго, вплоть там до 90 лет может человек водить машину. И таких людей реально очень много на дороге. Я считаю, да, что бывает частенько, что эти люди создают аварийные ситуации. Но они создают аварийную ситуацию не потому, что они так хотят, а потому что другие водители, они, как сказать, очень зачастую относятся, ну, не хотят ждать, знаете, пока там этот вырулит, да, размеренно, аккуратно, не хотят ждать, начинают поддавливать, сигналить, там, как-то пытаться, чтобы они быстрее это сделали. Ну, вот так вот. Хотя пожилые люди, я считаю, что они нормально водят и как бы они спокойно на дороге себя ведут. Но у меня не раз, вы знаете, пациент жаловался, что он, вот пожилой человек, да, у которого были права, но который отказался от своих прав водительских, потому что кто-то на него надавил на дороге. Там либо посигналил, либо там как-то неуважительно отнесся из-за того, что он какой-то маневр делал медленно. У меня были такие случаи, к сожалению. Вот эта категория наших пожилых людей. Вот такая вам сегодня развлекательная история. Пишите о своих наблюдениях на дороге, кто водит. Если меня слушали мужчины, может быть, вы даже себя узнали в моем рассказе, когда я рассказывала о водителях-мужчинах на дороге. В общем, пишите, делитесь, как у вас на дороге, как водят ваши водители, что интересного. Все, всем пока-пока, до следующих роликов. Хорошего вам настроения!